UFC 267 легко можно спутать с ивентом от ACA. Большое количество известных и не очень атлетов из России, бой между дагестанцем и казахом, противостояние между двумя россиянами – все это будет доступно зрителю 31 октября. Мы уже делали двойной обзор ивента, не забудьте заценить. К сожалению, даже номерные ивенты лучшего промоушена планеты не застрахованы от замен. К двойному сожалению, замены на этот раз произошли в боях сразу двух топовых представителей нашей страны. Своей изначальной оппозиции не дождались Петр Ян и Ислам Махачев. В этом видео мы дадим новые прогнозы на поединки с участием наших парней. По привычке предоставляем 3 секунды на лайк. Поставил? Погнали! Петр Ян, Кори Сэндхаген. Если честно, в изначальной вариации поединка с участием No Mercy наш боец выглядел куда увереннее. Со Стерлингом Ян уже бился, его Ян уже валял по канвасу. Его же отправил в нокдаун, пусть и нелегальным способом. Алджи, по всей видимости, тоже это понимает и в реванш не рвется. Вместо этого он решил освоить новый вид спорта, в котором ямайцы традиционно сильны. В догонялке у американца получается играть чуть хуже, чем на камеру в их первом поединке. Советуем Алджи потренироваться у Тарасова. Но на сей раз Стерлингу поверили, а Яну предоставили шанс биться лишь за временный пояс. И в роли оппозиции Петра выступит Кори Сэндхаген, боец крайне неудобный для каждого атлета в легчайшем дивизионе. У Кори аномальная антропометрия для этого веса, он достаточно высокий и обладает гигантским размахом рук. А база кикбоксинга, причем не просто база, у него здесь и титулов целая россыпь, делает из Кори терминатора, способного вырубить буквально любого. Если бы по мотивам этого боя снимали фильм, то главным героем в нем был бы именно Петр. Ян – обычный парень с красивой спортивной историей. В юности посещал секцию бокса, постепенно развивался в любимом деле и из ничего пробился в ранг лучшего бантама планеты. Кори же здесь является злодеем, который может отправить его обратно в небытие. Как же пройдет поединок? Давайте разбираться. Крайний бой Кори. Загляденье для фанатов смешанных единоборств. Серьезно, если вы еще не смотрели, то советуем поставить видос на паузу, чекнуть схватку и после этого вернуться к прогнозу. Сэндхаген сразился с Диллашоу так, как вполне возможно пройдет его чемпионский поединок, с минимальными отличиями. Во-первых, разница в лагере даст о себе знать. Инста Яна не врет, он тренируется по 6 дней в неделю. Да, изначально Ян готовился к другому оппоненту, но тренировочный лагерь у него длится куда больше. У Кори же явные проблемы в этом плане, ибо на схватку он выходит на коротком уведомлении, что хорошо для Яна. В стойке, увы, лучше будет Кори Сэндхаген. Это Майкл Пейдж от дивизиона бантамов. От него постоянно прилетает что-то нестандартное, на ногах он невероятно подвижен и быстр, к тому же Кори не устает. Вот прям вообще, даже в высоком темпе, даже несмотря на тяжелую весосгонку. Ян же искусный боксер, у него постоянно подняты руки, он редко отходит от геймплана и может выбросить несколько неожиданных киков. Но против антропометрии не попрешь, в статусе защищающегося больше времени проведет именно россиянин. И здесь на помощь может прийти борьба. Алджа уничтожил Сэндмана исключительно из-за разницы в грэпплинге. Да, приемами Ян не так, чтобы и хорош, но многочисленные переводы нашего бойца могут сыграть ему на руку в плане набора очков. Утомить Сэндхагена тейками также можно, так что Пете точно нужно почаще применять подсечки. Как бы мы ни болели за Петра, прогноз должен быть объективным. Сэндхаген самый неудобный оппонент для Яна в бантамах, и у Кори действительно большие шансы на победу, поэтому мы рекомендуем сыграть в этой схватке на тотале раундов 4,5 больше. У парней бетонная челюсть, они стоят друг друга и смогут показать равный бой. А мы движемся дальше по карду, на очереди у нас Ислам Махачев и его новозеландская угроза. Ислам Махачев, Дэн Хукер.
Наконец-то против Ислама выставили не списанную бразильскую посредственность и не предпенсионного ветерана, а настоящего топа дивизиона. Пусть это и стоило отмены боя с РДА, но оппонента уровня Хукера Ислам давно заслужил. Тут затягивать не стоит, сразу перейдем к разбору. И снова обратимся к лагерю парней. Махачев живет в постоянных тренировочных сессиях. Любовь к подобному труду бойцу привил Абдулманап Нурмагомедов, и дело великого тренера живет даже после его смерти. Ислам буквально живет в зале, постепенно продвигаясь не только в борьбе. Точнее так, в борьбе продвигаться уже некуда, зато прогрессирует ударная техника, о чем мы поговорим чуть дальше. Разница между двумя боями Хукера же составила всего 5 недель, считай, что ее и не было вовсе. Обычно спортсмены на протяжении этого времени только восстанавливаются после боя, благо для Дэна особого урона он не понес, так что двигаться навстречу бою с Махачевым может без особых проблем. Это схватка, столкновение двух стилей. Премиумная вольная борьба против отточенной до нельзя ударки. От этого бой выглядит куда лучше, чем многомесячная вывеска противостояния Махачев-Дос Аньос. О лагере поговорили, здесь огромный плюс в копилку получает дагестанец. В плане кардио же спортсмены равны. Даже несмотря на отсутствие должной подготовки, Хукер может пройти в высоком темпе все 3 раунда. Дэн проходил и 5, причем проходил с тяжелейшими попаданиями от бриллианта. Ислам же всегда был хорош по части выносливости, и здесь сюрпризов не ожидается, поэтому компоненту ничья. Ударка за Хукером. Да, Ислам прогрессирует. Да, у Ислама наконец-таки появились осмысленные атаки. Джебы залетают в голову оппоненту, они просто набивают очки. Но с ударкой Хукера это не сравнится. У Ислама отличная челюсть, принимать опасные удары он не может, но на дистанции это точно не сыграет ему в плюс. Поэтому даже если Махачев зайдет в несколько разменов, то угол немедленно скажет ему возвращаться к геймплану. А геймплан здесь прост. Борись, переведи и контролируй. Шансов в борьбе у Хукера попросту нет. Он также прибавляет в грэпплинге, но извольте, в свое время был Сен-Пьер и все остальные. На смену ГСП пришел Хабиб. На смену Хабиба Ислам. Махачев своей борьбой обезоруживает любой плюс соперника. Он уже сейчас готов к титульнику, и именно это является его ключом к победе над любым оппонентом. Прогноз здесь прост и ожидаем. Ислам Махачев заберет победу в поединке. Причем он может как финишировать своего соперника, так и довести схватку до победы единогласным решением. На этом все. Как вам прогнозы? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Мы внимательно за ними следим. Не забывайте про подписку и звоните во все колокола. Скоро увидимся.